Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Текстиль Эксперт. С вами я, Сергей Медведский. А сегодня мы будем разговаривать о высокотехнологичном текстиле. Что же это такое? Дело в том, что в 21 веке произошла абсолютно конкретная диверсификация рынка, и весь текстиль, пряжа, ткани, трикотаж для одежды, для технических целей, он переехал туда, в страны Юго-Восточной Азии, Китай, Вьетнам, ну и другие. В Европе же и в США в основном осталось производство высокотехнологичного текстиля, обладающими какими-то сложными функциональными свойствами. Но это не только Европа, это и США, и Япония, и Южная Корея. Сегодня мы будем говорить об одном из таких видов текстильных материалов. Это текстильные мембраны. Что же это такое, откуда они взялись? Такие материалы, такая одежда пришла к нам относительно недавно. Сейчас можно ее видеть в спортивных магазинах. Это изделия, которые позволяют обеспечить дополнительный комфорт при их ношении в дождливую погоду, в холод, в ветер, в мороз и так далее. Как же работают эти текстильные мембраны, откуда они взялись и какие они бывают? Вот сегодня как раз таки об этом поговорим, но сначала небольшой экскурс в историю, откуда это все взялось. В США есть одна из самых знаменитых фирм в мире, которая выпускает различные волокна со специальными различными свойствами. Эта фирма называется DuPont. Мы обязательно когда-нибудь посвятим ей отдельную передачу. На этой фирме выпускаются такие знаменитые известные волокна, как Kevlar, как Lycra и многие другие. Но мы сегодня будем говорить о конкретном волокне. Это волокно называется политетрафторэтилен или сокращенно называется такое волокно тефлон. Уникальные свойства этого волокна обусловлены тем, что в его структуре молекулярной цепи в боковых звеньях имеются молекулы фтора. Вот эти молекулы фтора как раз-таки и придают уникальные свойства этому волокну. Изобретено это волокно было в 1953 году отцом и сыном Уильбертом и Робертом Гором, которые проводили с ним очень большое количество различных исследований, пытаясь видоизменить и придать ему новые свойства. В итоге произошло следующее. Когда Роберт Гор работал над созданием оплетки для электрических кабелей, работающих в тяжелых напряженных условиях, он пытался видоизменить структуру тефлона и при нагревании растягивал тефлоновые прутки, у него ничего не получалось, он нервничал. Помог случай. Один раз, проводя очередные эксперименты с тефлоном, он резко его рванул, и вот этот пруток тефлоновый вытянулся 8 раз. И при этом изменилась сама структура, молекулярная цепочка, изменилась этого волокна, которая, в общем-то, и дала различные уникальные свойства этому тефлоновому волокну. Ну, наверное, это одно из таких волокон уникальных, потому что комплекс свойств, которыми оно обладает, очень широк, очень велик. Что же это за свойства? Эти волокна устойчивы к воздействию самых различных химикатов, поэтому могут использоваться как фильтры для различных агрессивных жидкостей, газов. У них низкая адгезия к различным загрязнениям, они могут легко очищаться. Эти волокна устойчивы к действию открытого пламени, у них очень высокий кислородный индекс, и поэтому они могут использоваться как волокно для специальной защитной одежды в среде с очень высоким содержанием кислорода. И эти волокна атмосферостойкие могут использоваться в космосе. Эти волокна биостойкие, биоинертные, они могут использоваться для изготовления протезов внутренних органов человека, для шовных материалов и многое другое. Какой уникальный спектр свойств этого волокна. Но нас сегодня будет интересовать другое свойство волокна, которое легло в основу производства текстильных мембран. Что же это за свойство? Значит, после того, как вот у Роберта Гора получилось растянуть нагретый тефлон, при микроскопическом анализе получилась вот фотография вот такой полимерной пленки, которая очень-очень тоненькая. Что же из себя представляет эта пленка? Как видите, она представляет себе сетчатую структуру с огромным количеством ячеек вот в этой молекулярной структуре волокна.
Эта структура сразу же была запатентована Робертом Гором и получила фирменное название Gore-Tex. Gore-Tex легла в производство, первое, куда придумали его использовать, это производство скафандров для одежды в открытом космосе и при полетах в космос. Эта пленочка очень-очень тонкая, толщина ее всего 1/100 мм, поэтому, конечно же, в чистом виде она никак использоваться не может. Но на 1 сантиметре квадратном поверхности этой пленки примерно 1,4 миллиарда вот этих вот микропор, которые и обусловили свойства уникальные этого текстильного материала. Что же было дальше? Что дальше произошло при исследовании? А дальше в 1976 году, через 7 лет после вот этого открытия изменения структуры тефлона, появилась первая одежда непромокаемая под торговой маркой Gore-Tex. Ну, непромокаемая одежда, в общем-то, удивительно, достаточно тяжело. Мы знаем, что непромокаемая одежда — это и плащи с водоотталкивающей пропиткой, это и полиэтиленовые накидки, резиновые сапоги и многое другое. Чем же принципиально одежда Gore-Tex отличалась от другой непромокаемой одежды? Дело в том, что эта одежда не пропускает воду, но она и не выводит испарение человеческого тела, образовавшееся под одеждой. А та одежда, которую изобрел, соответственно, Роберт Гор, фирма Дюпон, она позволяла человеческому телу освободиться от излишней накопившейся влаги под одеждой, в то же время не пропуская лишнюю влагу внутри. То есть вот по такой схеме работают обычные резиновые сапоги или плащ-накидка, да? Скапливающиеся испарения тела не выводятся наружу, но в то же время и снаружи не попадает влага. Посмотрим, как же работает одежда Gore-Tex. Итак, все знаете, что тело человека выделяет пот, испарение. В среднем человек выделяет около пол-литра влаги за день. Если же он испытывает большие физические нагрузки, он занимается спортом, какой-то другой активностью, то это количество может увеличиться в 2, даже 2,5 раза. Конечно, это совсем некомфортно, когда у вас выделяется большое количество пота, у вас потеет одежда, рубашка, носки, трусы, брюки. Это очень некомфортно находиться в таких условиях. Что же нам предлагает фирма Gore-Tex и как это работает? Давайте посмотрим. Дело в том, что поры, которые находятся в мембранной пленке, они намного меньше, в 20 тысяч раз, чем капля воды. А соответственно, капля воды не может пройти через эту пору. Тем не менее, эти поры в 700 раз больше, чем молекула воды, одиночная молекула воды. А значит, одиночные молекулы воды могут свободно проходить через поры мембраны. Итак, капля воды, она большая, внутрь пройти не может. Одиночные молекулы воды, они маленькие и через пору пройти могут. А это значит, испарение от человеческого тела свободно выходит наружу через мембрану. Вот такой принцип работы мембраны. Почему же так происходит? Давайте посмотрим. Дело в том, что природа выбрала идеальную форму для капли воды. Это форма такого эллипсоида. В капле воды силы притяжения между молекулами воды достаточно большие, и они находятся на довольно близком расстоянии друг от друга, что, в общем-то, и определяет ее форму этой капли воды. Когда же вода переходит в пар, в другое агрегатное состояние, молекулы отодвигаются друг от друга на гораздо большее расстояние, где силы притяжения между ними практически не действуют. А это значит, что эти молекулы могут свободно переходить через мембрану. Ну, по такому принципу работает чайник.
Он превращает воду в пар. По сути, когда человек потеет, когда человек испытывает нагрузку, он тоже работает как чайник, только непрерывно работающий. То есть влага, выделяющаяся в виде пота, разлагается на отдельные молекулы воды или пара, которые могут проходить через мембрану. Мембраны в современных текстильных материалах бывают трех видов: поровые, беспоровые и комбинированные. Посмотрим, как работает каждая из этих мембран. Значит, та мембрана, про которую я вам рассказал только что, она называется поровая. Именно из-за этой сетки, которая в структуре политетрафторэтиленовой мембраны. Беспоровая мембрана работает совсем по-другому. Это не сетка, а скорее губка, как мочалка, губка, только с очень-очень мелкими порами. Если поровая мембрана переносит пар от тела человека наружу, то беспоровая мембрана переносит влагу. Ей не обязательно распадаться на отдельные молекулы воды. Работает она по следующему алгоритму. Сначала с тела человека происходит испарение в виде пара или воды, пота. Затем эти молекулы и капли воды накапливаются перед мембраной. Когда их концентрация достигнет большого значения, эта вода начинает впитываться в мембрану, пропитывая ее как губку. И только когда эта губка, мембрана, напиталась водой, она выводит ее наружу из-за разницы давлений. А с наружной стороны мембраны, то есть с внешней стороны одежды, ткани, эта влага легко испаряется при воздействии атмосферы. Из чего делают такие беспоровые мембраны? Это полиуретан, полиуретановые покрытия. Это и есть беспоровая мембрана. Как же определить в одежде, какая мембрана применяется, поровая или беспоровая? Это достаточно тяжело и нужно, и внешне вы не определите, какая мембрана. Во-первых, ее не видно ни с какой стороны, во-вторых, на ощупь тоже трудно понять, да? Поэтому только нужно читать описание конкретной одежды, фирмы, модели, там вы можете найти конкретную информацию. Например, фирма Marmot, она в своей спортивной и одежде для активных видов отдыха, она использует беспоровую мембрану. Все мембраны, и поровые, и беспоровые, работают по одному и тому же принципу. Они переносят влагу от той среды, где давление больше, в ту среду, где давление меньше. То есть все работают на разнице парциальных давлений. То есть, посмотрите, как оно работает. Когда давление от человеческого тела большое, влага перемещается наружу. Если же давление одинаковое, влага не перемещается вообще. Бывают же теоретические случаи, когда давление наружу больше, чем давление под одеждой. Бывает. Например, в сауне или, например, в джунглях, где влажность снаружи может быть очень огромная или давление. В таком случае влага, наоборот, начнет проходить снаружи внутрь к вам под одежду. Это будет очень некомфортно, поэтому не ходите в сауну или в баню в мембранной одежде. Давайте сравним, какая же все-таки мембрана лучше, поровая или беспоровая. Хотя это будет достаточно с большой натяжкой, правда? Поровая мембрана лучше работает в условиях высокой влажности, даже с открытой вентиляцией на одежде. То есть в странах с влажным климатом или если идет сильный дождь. А беспоровая мембрана хорошо работает при большой разнице в давлениях. То есть если внутри у вас много влаги, вы сильно вспотели, а снаружи воздух очень сухой. А поровая мембрана хорошо работает при низких температурах. Беспоровая мембрана не любит низких температур. Почему? Потому что, как мы говорили, она переносит не пар, а воду. И если температура воздуха опускается ниже нуля,
то вода просто замерзает внутри мембраны, и мембрана перестает работать. В чем еще разница? Поровые мембраны постепенно со временем теряют свою эффективность из-за того, что вот эти маленькие поры, сетчатая поверхность, они будут забиваться грязью, жиром от кожи, ну и всякой ерундой. Соответственно, со временем они будут работать все хуже и хуже. Беспоровая мембрана прочнее и работает она дольше. Ну, соответственно, как бы и у той есть плюсы, и у второй есть минусы. Производители решили сделать следующее. Они взяли и создали комбинированную мембрану, где соединили поровую и беспоровую мембрану. Ну, например, по такому принципу делают мембранные текстильные материалы фирма Gore-Tex. Посмотрите, как это выглядит. Значит, один слой у нее поровая мембрана из тефлонового волокна, а снизу у нее слой беспоровый из полиуретана. Ну, сверху защитный слой тканевый обязательно. Но такая мембрана будет лишена недостатков и одного, и второго. Но у нее тоже есть достаточно такой один спорный момент. Работать она будет дольше. Правда? Посмотрите. Она сначала будет собирать влагу на внутренней стороне беспоровой мембраны. Потом она напитает эту губку, выведет из губки наружу. Затем пойдет пар через второй слой, через ткань, и только затем он испарится. Работать будет дольше, вы какое-то время можете себя чувствовать в ней достаточно некомфортно, даже чувствовать себя мокрым, да, потому что время работы этой мембраны дольше. Но, тем не менее, такие мембраны применяются в штормовой одежде самого высокого класса у фирмы Gore-Tex, потому что они очень хорошо защищают и от воды, и от ветра. Каким же образом можно оценить свойства мембраны? У них есть две основные эксплуатационные характеристики. Характеристик много, но нас сейчас интересует две, на которых основана работа мембраны. Это водонепроницаемость и паропроницаемость. Поговорим, что такое водонепроницаемость. Это способность мембраны не пропускать воду. Измеряется в миллиметрах водяного столба. И чем это значение выше, тем более водонепроницаемой является мембрана. То есть, если мы говорим, что водонепроницаемость мембраны 10 тысяч миллиметров или 10 метров, это значит, что если водяной столб высотой 10 метров будет давить на 1 квадратный сантиметр ткани, то этот материал не протечет. А если уже 11 тысяч, то он может протечь. Значит, чем выше, тем больше водонепроницаемость. Абсолютно водонепроницаемых материалов не существует. Все зависит только от давления. Любой материал протечет при каком-то давлении. Посмотрите видео в интернете, как листовую сталь, толстую для брони танков, разрезают струей воды. То есть все дело в давлении. Можно, в принципе, сделать такую следующую классификацию. Значит, посчитаем, что до метра, до 1000 миллиметров это защита только от мелкой грязи, от мелкого дождя такого моросящего. От 3 до 5000 это уже для умеренных средних нагрузок. От 5 до 10 тысяч для больших нагрузок, для сильного дождя. Практически такие текстильные материалы уже не пропускают влагу. И свыше 10 тысяч или свыше 10 тысяч, 10 метров это уже для шторма, для ливневого дождя или для самых высоких нагрузок. Это считается максимальная водонепроницаемость. Эти цифры обязательно должны быть на ярлыках любой одежды, где используются мембраны. Второй показатель – это паропроницаемость. Показывает, как быстро и как хорошо ваш текстильный мембранный материал выводит испарение от человеческого тела. Измеряется грамм на метр квадратный, то есть какое количество влаги, пара, испарения от тела текстильный материал выведет
изнутри наружу за единицу времени. Называется скорость переноса водяного пара. Например, если мы говорим, что эта величина равняется 5000, значит 1 квадратный метр мембраны может вывести 5000 грамм, ну или примерно 5 литров воды за сутки. За сутки вывели 5 литров воды. Здесь можно тоже такую классификацию привести, что от 5 до 10 тысяч паропроницаемость считается для такой обычной одежды, которая не используется для активных физических нагрузок. От 10 до 15 тысяч это для средних нагрузок физических, когда мы потеем. И если мы говорим 20 тысяч и более, это самые дышащие мембраны, которые выведут максимальное количество пара. Но это не единственный показатель. Есть еще второй показатель паропроницаемости, который называется RED, Evaporate Resistance, сопротивление испарению. Например, этот показатель использует для испытания своей одежды фирма Gore-Tex. Что он показывает? Как сильно сопротивляется текстильный материал выводу пара с тела человека. Измеряется в баллах от 0 до 30. Хорошим значением считается для паропроницаемости значение от 0 до 6. 0 – это кожа человека без одежды, свободное испарение. 30, по сути, это пластиковый мешок или полиэтиленовый пакет, который практически не дает испаряться влаге. Вот это вторая единица измерения. Например, если мы видим на ярлыках две цифры, 20-20, это говорит о том, что 20 метров водяного столба выдерживает материал, он не будет промокать, это очень высокий показатель. И 20 литров влаги, 20 тысяч грамм выведет ваша мембрана за сутки. Это очень высокие показатели. Чем они выше, тем мембрана будет работать лучше. Как я вам говорил, мембранная пленка очень-очень тонкая, всего 0,01 мм. Она не прочная, она тонкая, значит самостоятельно она работать не может ни в какой одежде. Поэтому обязательно должна быть чем-то защищена, причем и снаружи, и изнутри. Поэтому существуют различные конструкции одежды. Двухслойные, 2,5-слойные и 3-слойные конструкции. Чуть-чуть остановимся на каждой из этих конструкций. Самая распространенная конструкция, двухслойная, two-layer, устроена следующим образом. Мембранная пленка снаружи защищена внешним слоем ткани, изнутри она должна быть защищена какой-то подкладкой. То есть, видите, защищена и с одной стороны, и с другой от повреждений и от загрязнения жиром и всякими другими веществами. Что это за ткань применяется сверху? Для ткани верха наиболее распространенный материал – это полиамидная ткань, иногда полиэфирная. Обязательно ткань должна быть обработана водоотталкивающей пропиткой, чтобы капельки воды свободно скатывались по ткани и также не проходили внутрь через ткань. Иначе, если ткань намокнет, у вас через мембрану она и не пройдет, это вода, но тем не менее изделие у вас будет иметь дополнительный вес, вам будет уже не так легко и комфортно в нем находиться. Переплетение для таких тканей чаще всего используют рипстоп. Ну, об этом переплетении, об этих тканях мы как-нибудь поговорим подробнее. Но, чтобы вы немножко представляли, это усиленная ткань, в которой через 5 или 8 миллиметров по основе и по утку прокладываются дополнительные упрочненные нити. Например, какие-то армированные. Все остальные нити это обычный будет полиамид или обычная полиэфирная нить. Такая получается структура в виде клеточки. За счет этой клеточки происходит усиление структуры, она становится прочнее и меньше подвергается износу, ну и меньше будет подвергаться различным опасным воздействиям во время ее эксплуатации. В качестве подкладки может использоваться тоже какая-то легкая ткань, ну и часто используется сеточка.
изнутри, потому что она очень легкая и дает возможность облегчить одежду. Следующая конструкция 2,5-слойная. В этой конструкции мембрана снаружи также защищена тканью, а изнутри нету ни ткани, ни подкладки. А саму мембрану мы защищаем специальным покрытием. Оно наносится или в виде точек на внутреннюю поверхность мембраны, или в виде какого-то узора, который не дает мембране соприкасаться с кожей. Эти конструкции дают возможность получить самые легкие текстильные мембраны, самые легкие материалы для использования, например, для бега, для велоспорта. У вас будет самая легкая куртка 2,5 слоя. Применяется без подкладки. И третий вид материала — трехслойные конструкции, где мембрана защищена и снаружи тканью, и изнутри защищена тканью. Такие конструкции применяются для верхней одежды, для суровых каких-то климатов, для занятий в горах, для альпинизма и так далее. Три конструкции, наверное, самая распространенная из этих трех конструкций — это двухслойная. Почему? Потому что мы можем использовать различные утеплители, которые укладываются под подкладку. Это могут быть пух, это может быть какой-то другой утеплитель, флис и так далее. То есть все теплые куртки, они устроены вот таким образом. Двухслойный материал с утеплителем и с подкладкой. Про эти материалы тоже я вам рассказал. Кроме того, что текстильные мембраны защищают от дождя, от влаги, от грязи, они еще защищают и от ветра, так называемый windstop. Как это работает? В принципе, смотрите, поток воздуха, который дует, да, ветер, попадая на эту мембрану, на сетку, разбивается на много-много-много маленьких потоков. То есть вот этот турбулентный поток ударяется, разбивается на маленькие потоки воздуха, которые уже не такие сильные, и они, соответственно, не проходят с такой силой, не давят не попадают на тело. Но говорит ли это о том, что одежда с мембранами воздухонепроницаема? Конечно же нет. Все равно одежда должна пропускать воздух и снаружи, и изнутри. Иначе вам не будет комфортно. Из-за разницы давления снаружи и изнутри обязательно любой текстильный материал должен пропускать воздух. Поэтому мы не говорим о воздухонепроницаемости. Мы говорим о том, чтобы ветер сильный не проходил внутрь, а вот разбивался на эти маленькие потоки. Посмотрите, вот, пожалуйста, ярлык какой-то текстильной мембране, что мы можем из него прочитать. Мы видим, что здесь трехслойный материал, вот эта конструкция, трехслойная, мембрана, ткань. 100% переработанный полиамид говорит нам о том, что ткань верха получена при переработке отходов производства, это сейчас очень модно на Западе. Усиленный Big Square Ripstop, большие квадраты рипстоп усиления. Да, что мы еще видим? Ламинировано полиуретановой мембраной дополнительной, и сетка какая-то изнутри сделана как подкладка. Значит, водонепроницаемость 15 метров, и не вижу, сколько там второй показатель паропроницаемости. Ну вот, то есть основные сведения мы узнали из этого ярлыка. Ну и осталось ответить на самый главный вопрос: вообще нужна вам такая одежда или не нужна? На самом деле вопрос достаточно тоже непростой, потому что такая одежда для повседневной носки, она не нужна. Она не нужна, чтобы ходить в офис, не нужна, чтобы ходить на работу или ходить в магазин. Эта одежда конкретно для людей, ведущих активный образ жизни. Спортсменов на открытом воздухе, велосипедистов. Или если вы много работаете на открытом воздухе, в лесу или где-то в горах и так далее. То есть постоянно подвергаетесь каким-то воздействиям атмосферы, атмосферных осадков и так далее. Вот. Эта одежда дорогая, она намного дороже будет
чем обычная одежда, потому что сами пленки эти очень дорогие, сама технология дорогая. Эта одежда не вечная. Все равно мембрана со временем теряет свои характеристики. Поры забиваются, она работает все хуже и хуже, в конце концов вообще перестает работать. Кроме того, за этой одеждой нужно ухаживать, соответственно. Ее нужно по-особенному стирать, по-особенному сушить, чтобы, опять же, ваши поры в сетке мембранной не забились. Поэтому всегда спрашивайте консультанта или читайте, как ухаживать за конкретным видом одежды. Кроме того, если вы носите мембранную куртку, вам нужно и под куртку одевать соответствующую одежду. Потому что если вы под такую куртку оденете шерстяной свитер и начнете заниматься спортом, толку никакого не будет, вы все равно вспотеете. Значит, внутрь вам нужно какое-то термобелье или еще что-то. Ну, кстати говоря, о мембранах мы говорим не только о куртках, а также и о водонепроницаемой обуви, которая тоже будет обладать высокими комфортными свойствами. Так что задумайтесь о всех этих факторах, прежде чем покупать такую себе одежду. И решите, самое главное, следующий вопрос. Кто же вы все-таки, тварь дрожащая или право имеющие на хороший, спокойный отдых? Всем привет, с вами был Сергей Медведский. Всего хорошего.